Будь собой. Вечный совет от тех, кто о тебе заботится. Но почему же на самом деле так трудно это сделать? Почему так сложно просто быть собой? Возможно, это происходит потому, что иногда вы не до конца уверены, кто вы на самом деле. Одна из главных проблем, с которыми, как я заметил, сталкивается много людей, пытаясь разобраться в себе, это осознание того, что они не до конца уверены в своей истинной сущности. Вместо того, чтобы прислушиваться к своему внутреннему «я», они создают в своем сознании образы того, кем, по их мнению, им следует быть, и начинают сомневаться, соответствуют ли они этим образом. Наблюдать за играющими детьми, слышать их искренний смех – одно из величайших удовольствий в жизни. Дети переполнены жизнью, любопытством и жаждой переживать момент. Дети не несут на себе бремя прошлого или стресса о будущем. Они просто свободно выражают себя и любят без колебаний. Но по мере того, как мы перерастаем трехлетний возраст, что-то меняется. Мы начинаем терять то непосредственное детское любопытство. Наш мыслящий разум становится сильнее, и вдруг наши мысли начинают доминировать, отодвигая наши подлинные чувства на задний план. Мы начинаем больше фокусироваться на этих мыслях, накапливая прошлый багаж и будущие заботы. По мере развития нашего мозга мы оказываемся под сильным влиянием наших родителей, друзей и того, чего ожидает от нас общество. Этот процесс утраты нашего истинного «я» и адаптации к тому, чего хочет от нас общество, называется одомашниванием. Подобно домашним животным, мы приучаемся к поощрениям или наказаниям. Если мы ведем себя так, как это принято, мы получаем внимание и любовь, но если нет, сталкиваемся с неприятием или наказанием. Когда мы были маленькими, нам было не слишком важно, как нас оценивают или что о нас думают. Мы жили моментом и находили свою ценность в подлинности. Но по мере взросления наши мысли начинают доминировать, появляются страхи, и вдруг оказывается, что быть принятым становится жизненно важным. Наша самооценка теперь зависит от того, что о нас думают другие. Когда вы не до конца уверены в себе, тогда и начинают возникать проблемы с неуверенностью. Проблемы с неуверенностью появляются тогда, когда вы стремитесь произвести определенное впечатление на окружающих, но внутри вы понимаете, что вы другой. Чем больше разрыв между этими двумя версиями вас самих, тем сильнее чувствуется неуверенность. Тот внешний образ, то есть то, как вы хотите выглядеть в глазах других, это ваше эго. Это та часть вас, которая всегда хочет быть правой и сохранять лицо. Мы так отчаянно стремимся быть правыми, потому что хотим защитить этот образ, который мы демонстрируем миру, чтобы убедиться, что мы не обманываем самих себя. Эта тяга быть правым и сохранять этот самообраз ведет к бесконечной погоне за совершенством и жажде одобрения других. Ради этого мы делаем так много усилий, чтобы казаться важными, успешными, богатыми, знаменитыми, могущественными, превращая эту поддельную версию нас самих в нечто реальное и лучшее, чем остальные. Весь этот тяжелый труд, все эти усилия, чтобы быть совершенным, все это попытки угодить другим, чтобы чувствовать, что тебя любят. Но вот в чем дело. Вера в то, что мы должны принимать определенный образ, чтобы быть принятыми, это ложь. Совершенного не существует. Ваше эго никогда полностью не будет чувствовать себя достаточно хорошим, здоровым, умным или красивым. Потому что эго – это иллюзия. Это большой щит, который мы ставим, чтобы вписаться в рамки. Оно всегда будет чувствовать себя несчастным и неуверенным, потому что оно привязано к ожиданиям общества. Понимая весь этот хаос, в котором мы находимся, становится очень важно вернуть контакт со своим истинным «я». Подлинное «я» — это как ваше самое настоящее, самое реальное внутреннее «вы». Некоторые называют это душой или высшим «я», но это не то, что где-то далеко. Оно у нас внутри, и мы можем его почувствовать, когда входим с ним в контакт. Когда мы связываемся со своим подлинным «я», жизнь становится более осмысленной, радостной и творческой. Обнаружение этого реального «я» — это ключевой момент духовного путешествия. Если мы не откроем для себя этот главный аспект нашего существа, жизнь может показаться безжизненной и бессмысленной. Когда мы становимся на духовный путь, мы можем делать ошибки,
пропускать над собой работу или быть слишком сосредоточенными на материальных вещах. Если мы не находимся в контакте со своим подлинным «я», то мы рискуем сбиться с пути развития сердца и интуиции, который по-настоящему может нас возвысить духовно. Открытие своего истинного «я» — это и есть самый настоящий путь духовного роста. Это как изменить что-то старое, чтобы обнаружить красоту, которая была внутри вас все это время. Существует разница между «я» с маленькой и большой буквы, и важно их не путать. Маленькое «я» — это всего лишь меняющаяся часть нас, не очень глубокая или устойчивая. Но большое «я» — это та сильная часть нас, которая остается неизменной. Это немного похоже на сравнение личности и характера. Наша личность может меняться по мере взросления. Например, быть капризным подростком и жизнерадостным взрослым. Но наш характер, такой как доброта или игривость, остается с нами, независимо от возраста. Представьте себе мир, где люди постоянно ищут любви и одобрения от других, создавая вокруг себя хаос. Знакомая картина? Оглянитесь вокруг. Этот поиск внешнего одобрения повсюду. Но вот что важно понимать. Любовь — это не что-то, чего нам не хватает. Она уже внутри нас и вокруг нас. Мы просто слишком напуганы, чтобы ее принять, боясь отвержения. Пока мы не научимся любить самих себя, мы не можем по-настоящему любить других. Итак, как нам прекратить отвергать самих себя? Как перестать быть саморазрушительными и подпитывать ложное о себе представление? Ответ лежит в переоткрытии своей подлинности. 5 способов пробудить свою подлинную сущность. 1. Будьте беспощадно честны с собой. Чтобы войти в контакт со своим истинным «я», вам нужен один важнейший элемент – честность. Взрастите в себе бескомпромиссное отношение, любящее правду. Будучи честным с самим собой, вы сможете раскрыть, что реально, а что является выдуманным убеждением или защитным механизмом, навязанным общественными нормами или личными неуверенностями. Доверие к себе растет по мере того, как вы становитесь более правдивым. Исследование своих личных теневых аспектов через работу с тенью – мощный способ развивать в себе честность с самим собой. Это позволяет вам раскрыть глубоко спрятанные аспекты вашей личности, формируя более полную картину того, кто вы есть. 2. Учитесь прощать себя. Вот горькая правда. Мы часто бываем самыми суровыми судьями самих себя. Чтобы найти свое подлинное «я», перестаньте судить свои поступки по ложным стандартам совершенства. Разорвите цикл самоосуждения, овладев искусством самопрощения. Например, после пиршества пиццы чувство вины за свою фигуру может привести к тревожным мыслям, в результате чего захочется есть еще больше. Научившись прощать себя, вы ослабите контроль этого мыслительного цикла, позволяя установить лучшую связь со своими эмоциями и потребностями. Тренируйте способность прощать себя, ежедневно повторяя утверждения, такие как «Я принимаю себя полностью», «Я прощаю и отпускаю», «Я оставляю потребность быть безупречным». Эти простые утверждения могут быть мощным инструментом для самоисцеления и роста. 3. Самолюбовь и самоуважение не подлежат обсуждению. Любовь к себе и уважение к тому, кто вы есть, сверхважны. Это совсем не эгоистично, а скорее ключ к тому, чтобы привносить реальные положительные перемены в нашу жизнь. Подлинное счастье начинается с любви к самим себе. Когда мы любим себя, это означает, что мы себя уважаем. Это подразумевает заботу о своем теле, правильное питание, чистота и упражнения. Это также означает заботу о своем эмоциональном благополучии, избегая того, что отравляет наши эмоции, такого как обиды, ненависть или нетерпимость. Научиться любить себя требует времени и терпения. Это означает принятие всех своих сторон, даже тех, которые могут показаться неидеальными. По мере того, как вы это делаете, ваше сердце открывается, позволяя вашему истинному «я» сиять. 4. Примите уединение. Я действительно хочу подчеркнуть важность проведения времени наедине с собой. Примите одиночество. Находясь в одиночестве, мы обретаем пространство быть подлинными. Это помогает нам понять, кто мы есть без каких-либо масок или притворства ради других.
Когда вы принимаете одиночество, вы узнаете свое реальное «я» лучше, что вам нравится, как вы выглядите на самом деле и что задерживает ваш внутренний свет. Есть множество способов насладиться уединением. Вы можете совершить долгую прогулку в одиночестве, наблюдать за миром, попивая чай у окна, слушать успокаивающую музыку, проводить время на природе, медитировать или просто наслаждаться тишиной. Делайте все, что позволяет почувствовать связь с вашим самым глубоким «я». 5. Самоисследование. Исследование вашего внутреннего мира имеет ключевое значение для обнаружения вашего истинного «я». Это называется интроспективной внутренней работой, и она крайне необходима для раскрытия того, кто вы есть на самом деле. Есть разные способы это сделать. Я предлагаю сосредоточиться на 3 основных направлениях: самолюбовь, работа с внутренним ребенком и работа с тенью. Я уже говорил о самолюбви и работе с тенью ранее, так что давайте коснемся работы с внутренним ребенком. Воссоединение со своим внутренним ребенком позволяет исцелить старые раны глубоко внутри вас. У каждого из нас есть часть, которая несет боль из прошлого, и принимая эту уязвимую сторону, мы обретаем мудрость, мир и исцеление. Это внутреннее путешествие ведет к глубокому духовному росту и может принести истинное преображение. Оно открывает двери к таким переживаниям, как чувство единения со всем, мощные энергетические пробуждения и другие глубоко трогательные переживания, оттачивающие душу. Вы – божественное существо в человеческом теле, и ваше истинное «я» отражает это божественное присутствие. По мере того, как вы обнаруживаете и пробуждаете это подлинное «я», жизнь приобретает более глубокий и осмысленный смысл. Вам не потребуется угождать другим ценой предательства себя. Вместо этого вы будете доверять своему внутреннему голосу и следовать по пути, который отзывается в вашем сердце. Это и составляет ядро подлинного духовного роста. Если вы посчитали этот ролик значимым, подумайте о том, чтобы поставить лайк и подписаться на получение дальнейших полезных идей. Спасибо, что были здесь. До новых встреч, берегите себя.